Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о гепардах. Что мы знаем о них? Многие скажут, что это кошка и скорее всего живет в Африке. Похож на леопарда или ягуара. Только быстро бегает. Вот, пожалуй, и все. А хотелось бы больше узнать об этом спринтере. Точно ли он живет только в Африке? И как так получилось, что кошка научилась бегать быстрее всех на планете? Обо всем об этом, да еще много о чем, мы и узнаем здесь и сейчас. Поехали! Гепард – кошка, которая не похожа ни на кого из своих сородичей. Он пятнистый, стремительный. Он кошка, но не такая, как все. Среди кошачьих существует две группы. Пантерины – это большие кошки. Львы, тигры, леопарды, ягуары и снежные барсы. Они умеют рычать. Они царственные, грозные, тяжеловесные. И малые кошки – фелины. Пумы, рыси, сервалы, каракалы – домашние кошечки. Это малая лига, то есть кто шипит, мяукает и мурлычет. Формально гепард числится среди малых кошек, но на самом деле это нечто третье. Не рычит, как пантеры, не мурлычет, как малые. У него не втягиваются когти, он не охраняет территорию, не залезает на деревья, не охотится ночью. Он ничего вообще практически не делает по-кошачьи, но он умеет бегать, причем быстрее всех на земле. Гепард как отдельная вселенная, уникальная кошка, выбравшая путь, по которому больше не пошел никто. В настоящее время существует 5 четко различаемых подвидов гепардов, 4 в Африке и 1 в Азии. Азиатский гепард – подвид африканского гепарда. Когда-то он стремительно несся по бескрайним степям от Аравийского полуострова до Индии. Сейчас он обитает только в Иране. Он мельче и бледнее своих африканских сородичей, более тонкий, с меньшими пятнами и адаптирован к жизни в полупустыне и горах. Есть еще королевский гепард. В 1926 году ученые обнаружили удивительного зверя, помесь гепарда и леопарда. По крайней мере, так они подумали. А как иначе? Вместо обычной пятнистой шубки на обнаруженном звере красовались большие черные пятна, кляксы и полоски. Королевский гепард – редкая мутация, отличающаяся от обычного гепарда окраской. Шерсть покрыта черными полосками вдоль спины и крупными сливающимися пятнами по бокам. Есть и другие мутации. Например, есть золотые гепарды. У таких пятнышки превратились в крапинки, да настолько крошечные, что их почти не видно. А до середины 18 века существовал так называемый пушистый гепард. Судя по записям современников, у такого и во взрослом возрасте шерсть оказалась длинной и пушистой, как у котенка. Но, увы, нам таких красавчиков уже не встретить. Из-за редкости и красоты гепарда быстро истребили. Да и вообще гепардов на планете Земля осталось немного. И самая большая популяция гепардов в Африке. По своим анатомическим особенностям гепард заметно отличается от других кошачьих. Тело стройное, с развитой мускулатурой и практически без жировых отложений. Кажется даже хрупким. У гепарда небольшая голова, высоко расположенные глаза и маленькие закругленные ушки. То есть аэродинамическое построение тела, что служит для лучшей обтекаемости во время скоростного бега. Окраска песочно-желтая, с разбросанными по всему телу мелкими черными пятнами. По бокам морды тонкие черные полосы. Это слезные полосы, и они поглощают солнечный свет и снижают блики, что помогает гепарду лучше видеть добычу днем, особенно при низком солнце. Биологические солнцезащитные очки. Он не самый большой, не самый грозный, не самый сильный, но у него гибкий позвоночник, сверхдлинные конечности, не запирающиеся когти и грудная клетка, созданная для полета по земле. Он спринтер, созданный для скорости. Современный гепард – самая быстрая млекопитающая на Земле, а возможно и вообще самая быстрая наземная млекопитающая из когда-либо существовавших. Насколько быстрая, точно неизвестно. Самое точное измерение на сегодняшний день зафиксировало скорость 105 км в час, но по всей видимости это еще не предел. Двухлетняя самка в неволе, измеренная лазерным радаром, показала 99
99 км в час, но она была подростком, еще не достигшим максимума и, судя по всему, даже не бежала на полную мощность. Вероятно, гепарды могут достигать 115 км в час, пусть и на короткой дистанции, но их абсолютный максимум пока остается неизвестным. Чтобы достичь таких захватывающих скоростей, гепарду приходится преодолевать две основные биохимические задачи. Он должен максимизировать длину шага и увеличить частоту шагов. Для этого эволюция наделила гепарда целым рядом специализированных изменений базовой формы кошки. Его тонкие легкие ноги самые длинные среди всех крупных кошечек. Гепард единственный представитель, у которого длина лучевой кости в предплечье и плечевой кости почти одинаковы. У тяжелых кошек, опирающихся на силу, нижние кости конечностей короче, и длинные ноги, разумеется, увеличивают длину шага. Гепард дополнительно усиливает шаг за счет позвоночника, который является пропорционально самым длинным и самым гибким среди всех крупных кошек. Совместив ноги и позвоночник, гепард достигает длины шага почти в 10 метров на максимальной скорости. Более половины каждого шага он вообще не касается земли. Большая часть движущей силы гепарда создается мощными мышцами задних ног. Передние конечности и длинный трубчатый хвост работают вместе, обеспечивая молниеносные повороты во время погони. Чтобы увеличить частоту шага, ноги гепарда должны быть как можно легче. Преимущество в длине шага быстро бы теряло смысл, если бы гепарду приходилось поднимать тяжелые лапы на каждом шаге. Поэтому кости нижней части конечностей и ступней у него тонкие и легкие. Кроме того, основные двигательные мышцы сосредоточены высоко на ноге, ближе к телу. Длинные легкие сухожилия передают мышечное усилие по длине ноги, избавляя от необходимости в массивной мускулатуре внизу. В результате гепард, бегущий со скоростью 90 км в час, делает 3,5 шага в секунду. Чтобы сохранить устойчивость и прочность на такой скорости, плотные связки плотно соединяют тонкие кости нижней конечности в жесткий блок. Это ограничивает вращение ноги. Критично важно для сопротивления колоссальным нагрузкам во время бега. Цена за это – лапы гепарда не очень хорошо приспособлены ни к чему, кроме бега. В отличие от других кошек, гепарды почти не используют лапы для удержания добычи, кроме как для того, чтобы сбить ее с ног. И они не очень хорошие лазальщики. Гепарды не разбирают тушу, как другие кошки. Во время еды они обычно лежат, подогнув под себя лапы. При всех своих ограничениях уникальная лапа гепарда – это ключ к его скорости. Вопреки распространенному мнению, гепард сохраняет анатомический механизм втягивания когтей. У него есть тот же изящный набор мышц и связок в каждом пальце, который отвечает за выдвижение и втягивание когтя у всех кошек. Однако из-за адаптации нижних конечностей для скорости это движение ослаблено. Когти втягиваются лишь частично. Кроме того, гепарды лишены защитного кожного чехла, в котором прячутся когти других кошек. В результате когти гепарда длинные, прямые, всегда немного торчат наружу, действуя как шипы у спринтера, улучшая сцепление. При беге на полной скорости когти полностью выдвинуты для максимального зацепа. Исключение из правила – прибылой палец. Как у всех кошек, он легко заметен у домашних. Он расположен высоко на передней лапе, далеко от земли. Резко загнутый, снабженный мускулатурой и защищенным чехлом, прибылой палец незаменим при финальном рывке на добычу. По отношению к размеру тела, прибылой коготь гепарда почти на треть больше, чем у льва. Из-за модификации передней лапы для бега, этот коготь взял на себя охотничью функцию всех 5 пальцев, как у других кошек. В дополнение к совершенствованию когтей, подушечки лап у гепарда очень твердые, с выраженными продольными ребрышками, которые увеличивают сцепление, а также с тупыми выступами спереди. Возможно, они помогают при резком торможении. Даже хвост гепарда играет важную роль. Длинный, трубчатый, мускулистый, он обеспечивает баланс и управление направлением при стремительных поворотах во время погони.
Во время бега гепард достигает физиологического предела. Температура тела поднимается до 40 градусов, а частота дыхания превышает 150 вдохов в минуту. Почти в 10 раз больше, чем у отдыхающего. Чтобы выдерживать такие нагрузки, организм гепарда снабжен дополнительными адаптациями. Его череп маленький с укороченными челюстями, это снижает массу головы. При этом клыки у гепарда пропорционально меньше, чем у других кошек, а меньшие клыки имеют меньшие корни, и это освобождает место для расширенных носовых проходов. Такой анатомический прием позволяет гепарду заглатывать воздух через нос, не отпуская добычу из захвата. Кроме того, гепард обладает увеличенными легкими и бронхами, а также чрезмерно развитым сердцем и мощными артериями. Все это обеспечивает максимальное насыщение крови кислородом. Тем не менее, после длинной погони гепард бывает полностью истощен и может восстанавливаться до получаса, прежде чем начнет есть. Несмотря на высокую скорость, только примерно в 50 случаях преследуемый гепардом зверь становится его добычей. Но почему? Да потому что это Африка, а там гепард — это самый слабый из крупных хищников. Гиены, леопарды, львы, да и мало ли кто еще все время норовят отобрать добычу у наших несчастных спринтеров. Эти злобные африканские соседи часто пользуются тем, что гепарду необходимо около получаса, чтобы отдохнуть после скоростной погони. Кстати, в отличие от тех же соседей, гепард не падальщик. Он ест только тех животных, которых убил сам. Иногда затаскивает добычу в кусты, чтобы спрятать ее от других хищников, и доедает позже. Но чаще охотится каждый раз заново. Да едва ли у гепарда есть хоть малейший шанс сделать это. Остатки его короткой трапезы неизменно привлекают массу желающих поживиться чужой добычей. В мире больших кошек гепард самый узкий специалист. Он не универсален, как леопард, который ест все от жуков до детенышей слонов. Гепард, напротив, почти строго антилопоед. В Восточной Африке 2/3 его убийств – это газель Томпсона, весом 25 килограммов. В Калахари спрингбок – африканская антилопа из подсемейства настоящих антилоп. В Индии до истребления антилопа Канна и индийская газель. В бывшем СССР джейраны, исчезновение которых стало концом и для гепардов. Почему такое пристрастие к антилопам? Да потому что они для него оптимальны. Среднего размера, быстрые, но предсказуемые. А еще изобилуют в местах, где гепарды могут реализовать свое главное оружие – скорость. Хотя гепард способен съесть до 16 килограммов за раз, его реальная уязвимость в том, что он почти не защищен. Худой, с маленькими клыками, он легко уступает тушу льву, леопарду, гиене и даже бабуину. Поэтому гепарды не дерутся, не забирают падаль и почти никогда не нападают на слишком крупную жертву. Рисковать нельзя. Тем не менее, бывают исключения. В Зулулендии самцы гепардов в коалициях охотятся на взрослых ньял весом до 130 килограммов, вдвое больше любого из них. В Пиланесберге они убили детенышей жирафа, но это скорее всего крайности. В большинстве случаев гепарды выбирают легкие цели – детенышей, слабых или молодых особей. Охота гепарда всегда начинается с подкрадывания. Вопреки киношным клише, он не бежит, пока не подойдет на 60-70 метров, иногда даже ближе. Он может замирать, лежать в траве, идти по зигзагу. Здесь главное, чтобы жертва бежала первой. Если антилопа стоит и защищается, гепард в беде. У него нет массы, чтобы свалить ее. А вот если она побежит, шанс на победу резко возрастает. Ключевой прием – удар прибылым когтем по ногам. Один точный тычок, и цель теряет равновесие. Дальше гепард вешается на бок жертвы и валит ее в сторону. На туше остаются характерные рваные следы. Почерк гепарда. Но даже после победы расслабляться нельзя. Даже грифы в небе знак, что у тебя 15 минут, не больше. Гепард ест быстро, оглядываясь, и часто покидает тушу, не доев. Отсюда пошел миф о расточительном охотнике. Но это вынужденная стратегия. Он не может драться, поэтому лучше потерять еду, чем получить ранение.
Зайцы, тростниковые крысы, птицы вроде дров или даже молодые бабуины – все это иногда попадает в меню гепарда. Но ни одно из этих блюд не заменит газель. В природе, где все имеет цену, гепард выбирает еду, за которую можно не платить здоровьем. А это значит бег короткий, удар точный, смерть мгновенная. На пике своего мастерства гепард успешен в половине всех атак, куда больше, чем у львов или леопардов, но ему нужно охотиться чаще, он теряет процент добычи из-за конкурентов. Гепард – самый быстрый хищник на Земле, но его уникальная адаптация к скорости стала его главной уязвимостью. В отличие от львов, леопардов или волков, способных выживать в разных условиях, гепард зашел в эволюционный тупик. Его анатомия, идеальная для скорости, гибкий позвоночник, длинные ноги, лишила его силы и универсальности. Он зависит от открытых пространств и конкретной добычи. Уязвим он и в конкуренции изменениям среды. Да и низкое генетическое разнообразие из-за прошлого вымирания усугубляет риски. В мире, где выживают адаптивные, гепард проигрывает. Его совершенство стало ловушкой. Ведь чем уже специализация, тем выше риск исчезновения. И сегодня, по большому счету, гепард ассоциируется с африканской саванной. Но его следы когда-то покрывали всю Евразию, от Атлантики до Индии. В мире кошек все предсказуемо, не считая львиных прайдов. Одиночество, ревнивая охрана участка, редкие встречи в брачный сезон. Но гепард побежал своим путем. Самочки одиноки, но не территориальны. Их участок обитания огромен до 1500 квадратных километров. Но это не территория в классическом смысле. Самки не метят границ, не прогоняют сородичей. Их мир – перекрывающиеся ареалы, где никто ни с кем не воюет. Они кочуют за стадами, растят детенышей и почти не встречаются с другими взрослыми гепардами. А вот самцы совсем другое дело. Большинство из них формируют коалиции. Прочные пожизненные союзы, чаще всего из братьев. Эти группы, как правило, насчитывают 2-3 самцов, реже больше. Если у одиночки нет родственников, он может присоединиться к чужим. Примерно треть коалиции неродственные. Зачем? Ответ прост. Территория. Только в коалиции у самцов есть шанс занять и удержать участок, куда будут приходить самки. Коалиции в 6 раз чаще добиваются успеха в захвате территории, чем одиночки. Самцы ритуально метят границы. Термитники, деревья, камни – все используется как знаки «занято». Их территориальные бои жестоки. Гибель от схваток за участок – одна из главных причин смерти самцов. Но и охраняют они не весь ареал самок. Это невозможно. Вместо этого они контролируют горячие зоны, где самки появляются чаще всего – водопоев, пастбищ, укрытий. Есть и другая группа, так называемые флоутеры. Это самцы без территории. Чаще всего молодые или вытесненные. Они живут в тени, избегают конфликтов, чаще находятся в худшей физической форме. Но бывают и исключения. Некоторые коалиции сознательно выбирают кочевой образ жизни, заходят на чужие участки и, возможно, тоже успешно спариваются. Иногда борьба за участок заканчивается не просто смертью соперника, но и каннибализмом. Причины этого редкого поведения неизвестны. Возможно, стресс, дефицит пищи или чистый расчет. Так и живет гепард в странном равновесии между кошачьим одиночеством и львиным братством. Несмотря на свою уязвимость, гепарды весьма плодовитые. Они спариваются редко, но рожают много, с короткими интервалами между пометами. Их стратегия – компенсировать потери количеством. В мире гепардов все происходит тихо. Ни рева, ни демонстраций, ни брачных песен. Самки в течке молчат, не подают сигналов. Лишь запах, оставленный на термитнике или под деревом, расскажет самцу, что где-то рядом самочка. Самцы, уловив такой след, немедля бросаются на поиски, и времени у них немного. Кочевая самка может исчезнуть с горизонта за сутки. Даже если она близко, не факт, что захочет встречи. Заметив приближение, самка может лечь в траву и затаиться, или убежать, потому инициатива почти всегда у самца.
Когда встреча все-таки случается, она нередко начинается с агрессии. Самка визжит, отбивается, а самцы настойчиво преследуют, принюхиваясь, ворча, буквально доставая ее своим вниманием. Дабы молоденькая спортсменка была готова к рождению котят, ее приходится как следует погонять по саванне. Только после этого дама готова к зачатию. Кому что, а для кого-то прелюдия – это игра в догонялки. Само спаривание – тайна. У гепардов оно короткое, редко наблюдаемое, почти всегда скрытое. Вероятно, происходит ночью в кустах, где даже внимательный исследователь ничего не заметит. Самец уходит, все остальное – забота матери. Беременность у гепардов длится до 95 суток. На свет рождаются от 2 до 6 котят. Детеныши гепардов, как и любых кошек, маленькие и беззащитные. Это легкая добыча для любых хищников. Но благодаря темному брюшку и серо-пушистой накидке, как у медоеда, хищники могут принять детеныша гепарда за свирепого и психически неуравновешенного зверя. Грива на загривке и кисточка на хвосте детенышей, помогающие самке находить котят в кустах, исчезают к 3 месяцам. Самки кормят детенышей до 8-месячного возраста. Котята остаются с матерью до 20 месяцев. Она ищет логово в зарослях, поднимает помет из 4-6 малышей, часто меняет укрытие, кормит, защищает, учит охотиться. Когда котятам исполняется около 8 недель, они покидают логово. Теперь мать ведет их сквозь саванну, в мир, где под каждым кустом может скрываться гибель. До 4 месяцев малыши остаются беззащитны, и мать почти не отдыхает. Каждое движение в траве – повод затаиться. Даже так выживают не все. В открытых равнинах, где львы и гиены патрулируют этот пейзаж, шанс дожить до взрослости 1 из 20. В лесистых районах, наоборот, выживает до 70%. Густая растительность становится убежищем. В таких местах, возможно, и куется будущее вида. Пока котята растут, их жизнь – это непрерывная игра. Погони, прыжки, имитация ударов – все готовит их к охоте. Наблюдения показывают, чем больше играют, тем выше шанс стать хорошим охотником. С 3-5 месяцев мать начинает учить их на практике, отпуская живую ослабленную добычу. Первые попытки выглядят комично – страх, неуверенность, промахи. Но со временем приходит понимание, как сбить, как схватить и удержать. В 13-19 месяцев мать уходит. Она снова беременна. Малыши остаются вместе. Они охотятся, отдыхают, учатся не быть одни. Самки уходят первыми. Самцы дольше держатся рядом. А потом образуют коалиции. Братские союзы, готовые бросить вызов другим. Гепарды вступают во взрослую жизнь, где много врагов. И главные конкуренты гепарда – это львы, леопарды, гиены. Львы убивают гепардов как потенциальных конкурентов. Даже взрослые гепарды погибают от их лап. Но самая серьезная угроза – это люди. Несмотря на то, что люди изображали животных более 50 тысяч лет, гепарды почти не встречаются в палеолитическом искусстве. Первое достоверное изображение относится к 7000 году до нашей эры. Поздние изображения гепардов появляются в Чаде, Индии и Египте. С гепардами долгое время охотились, не на них, а с ними. Да, гепард – одна из немногих диких кошек, которую человек смог относительно успешно приручить, но только на уровне доверия и ручного содержания, а не полноценной доместикации. В отличие от львов, тигров или леопардов, гепард обладает относительно спокойным, уравновешенным характером. Он не рычит, не нападает на человека без причины, не защищает территорию агрессивно. А главное, он не боится людей, если вырос рядом с ними. Это и сделало гепарда идеальным кандидатом для ручного содержания. Считается, что охота с гепардами зародилась либо у шумеров, либо у египтян около 4500 лет назад. В течение тысячелетий гепарды использовались в охоте по всему Востоку, от Северной Африки до Индии и Монголии. Апогея эта традиция достигла при моголах в Индии. Император Акбар Великий держал до
тысячи гепардов одновременно. Гепардов отлавливали взрослыми и приручали. На обучение уходило от нескольких недель до года. После упадка Могольской империи охота с гепардами угасла, и последние индийские гепарды были убиты в 1947 году. Человек пытался размножать гепардов в неволе, но все безуспешно. Они созданы для скорости, но не для клеток. В неволе гепарды теряют саму суть своего существа. Их грация угасает, инстинкты притупляются, а репродуктивная система буквально отказывается работать. Лишь изредка гепарды дают потомство в зоопарках. Жалкий результат для вида, стоящего на краю. Причина в совершенной незаменимости дикой природы для этих созданий. Им нужен простор для ухаживаний. Ритуал у гепардов включает многокилометровые преследования. В вольерах это невозможно. Социальная структура нарушается. В дикой природе самцы образуют коалиции. В неволе они часто становятся агрессивными. Даже искусственное оплодотворение, успешное у других кошачьих, у гепардов дает мизерные результаты. Их биология кричит: «Я создан для свободы» или не создан вовсе. Каждый рожденный в неволе гепарденок – чудо, но эти единичные успехи не спасут вид, пока мы не сохраним их естественную среду. Все попытки разведения останутся каплей в море. Гепарды могут выжить только там, где всегда жили, в бескрайних просторах саванн, которые мы так бездумно у них отнимаем. Но они еще существуют и бегут. Вытягивают в стремительном броске свои изящные тела, еще чувствуют под лапами дрожь саванны, но с каждым годом их все меньше. 12 тысяч, всего 12 тысяч гепардов осталось на всей планете. 12 тысяч — это не статистика, это 12 тысяч пар испуганных глаз, 12 тысяч сердец, запертых в стремительно сужающемся мире. Азиатские гепарды уже стали призраками. Их 12, но не тысяч, а всего дюжина в иранских пустынях. 12 последних хранителей древней славы. Мы отняли у них землю, отняли право на жизнь, и их слезные дорожки, как следы нашей жестокости на их прекрасных мордочках. Но несмотря ни на что, в их глазах все еще мерцает дикий огонь погони, самой стремительной на нашей земле, дарованной природой только гепардам, спринтерам нашей планеты. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.